Осень все больше вступала в свои права. Опадающая листва делала лес чище и прозрачнее, вырисовывая каждую веточку на деревьях. Стоящие вдоль берегов осинки и березки печально роняли свои листочки в темную воду реки. Важные глухари вылетали на песчаники, чтобы поклевать камушки. Иногда тишину лесной ночи нарушал брачный зов ревущего лося. В прозрачном воздухе ощущалось, что природа готовится к чему-то новому, одновременно знакомому, привычному, но такому непростому периоду, название которому зима. Раз, два. Лёх, поддерживай там. Вот, держись. А вот я мотором. Так. Вот это. Так, ну посмотрим. Лес. Идем в кормушку. Чем? Посмотрим. Дальше откроем. Норм, вниз. Так, так. Я их буду не пенки называть, а черпаки. Залом наглухо перекрывал всю реку и не давал никакой возможности переплыть его на лодке.
Обследовав местность, нами было принято решение перетащить лодку в самом узком месте на изгибе реки. Для этого похода мы подготовили старую, добрую, крылатую казаночку, которая за десятки лет зарекомендовала себя как лучшая лодка для таежных речек. Также за заломом находились охотугодия нашего товарища, и он заранее заблаговременно зимой затащил на снегоходе такую же самую казаночку, и нам оставалось только с собой взять второй мотор. Продолжаем мы пробиваться через завал. Остался самый тяжелый участок через лес и большой подъем. Вот такой подъем, спуск. Вот будем пробовать. Вот у нас лодка. Вон у нас банда. Станция. Все работает, все пыхтит. Самое главное, улыбка на лице. А серый мы с ней намучаемся больше. Слушай, а ты по навигатору не смотрел? По навигатору это. Собаки далеко вообще, не? Нет. А тут что-то я ни дара, ни пули, ни пулю я видел, а дара. Дара я видел вот здесь. Я Ну, жайма-то ладно, с Кусей прибегут. сидеть. Понял, ладно. Вот столько барахла. Сейчас будем поднимать лодку. Такие дела. Серый, давай! Удочки достань. Пусть думают, что мы рыбаки, блин. Собаки вот так домашних животных взяли выжить. И не поехала. Покажи Фантомаса. Ё-моё. Серега, все медведи разбегутся от одного вида. Зато тепло. Чё, Дарун? А, Дарун? Первый снег. Настоящий. Хорошо до избушки доехали. А на речке что творится?
Первыми на новом месте нас встречали крикливые кедровки. Сойкам тоже было любопытно посмотреть на новых гостей. Птицы периодически кричали на собак, показывая свое любопытство и назойливость. Первое время собаки обращали на них внимание, но вскоре им надоела бестолковая птичья трескотня, и они совсем потеряли интерес к кедровкам. Вперед! Вперед! Зеленых мхов таежные ковры, на них грибов искусные узоры, и золото стволов сосновых взору откроет клад, закрытый до поры. Здесь драгоценна каждая деталь, и рдеющая спелая брусника, и старый кряж замшелый многоликий, и небо неизбывная печаль. Ультрамарин и охра сентября с вкраплениями умбры и краплака. Всю медь и злато осень ставит на кон, но проиграет все зиме зазря. Я снова зритель этой вечной драмы, и бренность, осязая бытия, вкус жизни терпкий впитываю я, по мхам и хлябям шествуя упрямо. Там в городе совсем другой расклад, там драмы жестче и бесчеловечней, а здесь, в тайге, со мной почти что вечность и твой ничем не замутненный взгляд. Леонид Юдников. Осенняя тайга.
В это время года глухари и самки глухарей-кополухи на таежных реках и оврагах выкапывают целые норы по берегам. И все для того, чтобы отыскать мелкие камушки, необходимые им для переваривания грубой пищи. Собачки очень часто облаивали глухарей и кополух неподалеку от береговой зоны реки. Во время работы кополухи редко выдерживали напористый лай собак и довольно быстро срывались и улетали. Самцы же сидели более основательно и не торопились улетать. Но в целом вся работа зависела от количества собак и их напористости. У меня очередная проблема. Позавчера, когда собачки отработали соболя, убежали за дикими оленями. И довольно-таки далеко убежали. И пропали со связи. Вот сегодня уже 3-й день. Не могу их ни отпеленговать, ни найти. Вот сейчас еще вечером попробую поискать. Собачки пропали. Жайма и Куся. Дар с Пулей вернулись, но они, в принципе, не убегали за ними. Дар уже знает, что это бесполезно. Пока молодой был, он тоже километров по 18-20 бегал. Даже дальше иногда. Вот, и Пуля также. А вот Куся и Жайма молодые, они, в общем, убежали. До сих пор не вернулись. Я уже очень сильно переживаю. Вот сейчас поеду еще на лодке, немного, наверное, поищу их. Если нет, то завтра придется по тому треку, как они бежали за оленями, попробую еще пешком пройтись. Сегодня вот ребята еще туда вверх поехали посмотреть. Ну, с того места, где я их выпускал. Может, туда они прибежали. Ну, пока, в общем, такая ситуация. Ну, ладно, будем надеяться на лучшее. Да, пошли. Жайма с Кусей отсутствовали 3 дня, и я уже начал переживать и подумывать, что их подрезали волки. Но на мое удивление они вернулись сами, живы и здоровы, и мы вновь отправились на охоту к вершине реки. Нашей целью было добыть крупного медведя, и еще, если повезет, трофейного быка-лося. Тоже его следы направо. Какая хорошая лапа!
Вот там 19-й. Не, это 18-19. Когда ж он тут прошел-то, а? Вперед! Пуля! А ты куда хромой поскакал, Дар? Дар! Ну, такой ничего, такой нормальный. Это съемки? Не, ну он где-то тут должен быть. Смотри, все, берег все излажено. Ищи, пуля, ищи. Вот если бы сейчас Дар был бы нормальный, мы бы махом бы выцепили. Он где-то в этом районе. Ну куда его, видишь, одна лапа. Ищи, пуля, ищи. А что же он здесь трется? Что-то ему здесь нравится. Тут он весь берег извалял. Да он там ходил. Вон, видишь, вся трава приметана. А пульку прогонь. Давай, тесно. Да пусть на носу сидит. Залазь. Сюда полетел глухарь, пуля побежала за глухарем. А вот где он сидит, найди его. Что не шевелись? На, тащи трофей. Я пошел камеру забирать. Ну, вот хорош. Да, хороший. Очень хороший. Я вышел, они два, а говорю, пуля за ним побежала. Медведь нас ходил.
Собачки пуля жаймы зацепили, похоже, медведя, не то здорового быка лося, пока неизвестно. Сейчас дойдем. Половину, в принципе, горельника прошли. Сейчас болотинку форсируем. И будем так смотреть. По горельнику шлось так грустно. По болоту, наверное, будет еще грустнее. Расстояние около 2 километров. Ну, в принципе, идти комфортно. Я думаю, дойдем. Такие дела. Подходим, ребят, зверь уже рядом. Пока не знаю, это бык или медведь. По повадкам вроде как медведь. Молодцы, молодцы. Жужа молодец. С трофейным быком нам пришлось изрядно повозиться, и до лодки мы добрались глубокой ночью. Подходящего места для организации стана поблизости не было, и мы решили проехать ночью еще немного вверх по реке. Ночлег организовали в месте, где реку перекрывал очередной залом, и дальше проехать было просто невозможно.
Ночью пулька подрывалась и лаяла в темноту, тем самым давая нам понять, что медведь находится где-то неподалеку, и его запахи витают в воздухе. Но пулька не хотела искать и преследовать зверя, так как была очень сильно уставшей. У Дара болела передняя лапа, и он вовсе не хотел отходить от стана. Жайма так и не добежала до лодки, напоровшись на очередного зверя. Она осталась его работать примерно в 10 километрах от нас. Утро выдалось хорошее, и мы решили подыскать новое место для лагеря. Для этого мы спустились вниз по реке. Найдя такое место, я оставил напарника разбивать лагерь, а сам отправился на поиски Куси и Жаймы. О, ребят, медведь за ночь выкопал. Вчера еще такого не было. Такая норища на берегу прям речки. Вчера этой норы не было. Я бы проехал бы, я бы ее увидел. Такие дела. Видно когти от медведя. Ну ладно, завтра мы его поищем. Ну вот, сегодня у меня опять радостный день, все собаки в сборе. Сперва я потерял Жайму с Кусей. Жайма с Кусей пришли через 3 дня на 4-й. Потом, пока ехали в вершину, потеряли Кусю. Куся 3 дня жила. Куся. Вот она, красотка. Морду ей кто-то поцарапал. Видимо, соболь, не знаю, может, выдра. С кем-то она бодалась, похудела, вся бедная. Ну ничего, мы ее откормим. Дару повредили лапу. Дар у нас на больничном. У Дарки болит правая лапка. Вот. Вот боевые 2 единицы. Нашли следы медведя. Не знаю, повезет, не повезет. Будем пробовать. Бензин у нас пока, слава богу, есть. Поищем, покатаемся. Просто вся проблема в том, что Дар повредил ногу. Без Дара не знаю. Как бы сейчас по медведю у меня, по-моему, самый Дар заточенный. Ну, посмотрим, что будет, то будет. А пока в путь. Все, банда в сборе, все 4 собаки на месте. И мы поднимаемся снова вверх. Там сейчас поставим стан. Я оставил Серегу. Он там пока разводит костер, готовит стан. А мы будем возвращаться. По дорожке глухарей поснимаем. Очень красивая здесь природа, очень красивые глухари, очень много глухаря. Я уже давно не видел столько глухарей. Красавцы. Ну, конечно, с лодки мы их не стреляем. Одного мы добыли из-под собаки. Глухарика вчера приготовили, потушили, было очень вкусно. Вот. Ну, пока у нас нужды нет, пока мы их не будем стрелять. Если только он Кусяк облает, тогда будет. Лена, иди сюда.
Иди, моя хорошая. Иди, моя умничка. Прибежала, да? Ай, молодец. Ну давай шаги делай. Ай, молодец. Идем на скусе. Кто-нибудь видел Кусю? Интересно, она живая, нет? Да, ты видишь Кусю? Кусю видел? Да. У тебя же трек, получается, писался еще, да? В самом начале, Серег. Куся. Да. Нет, Куси нет, он быстро перестал. То есть, когда они уже начали работать, он не писался, да? Ну, в принципе, по их треку. Можно сейчас дождик немного прекратится. По их треку зайти, пройтись. Ну только да. Даруха, ты не сгоришь? Давай. Выздоравливай быстрее. Приветствую вас, ребят. Вот так вот нежданно-негаданно вчера пошли орешков пособирать. И напоролись на медведя. Напоролись на медведя с Серегой. Пошли ночью с фонариками. Думали, на болоте повезет. И в итоге подошли. Довольно-таки близко подошли. Видели собак. Но медведя так и не увидели. И правильно сделали, что не полезли на рожон, потому что там бы, наверное, просто так дело не обошлось. Медведь крупный, медведь сильный, самец, вот, упитанный, добрый медведь. Вот, в общем, мы пошли на попятную, медведя оставили, и собаки ночью прибежали, вернулись, бросили. Все, кроме Куси. Куси вот до сих пор нет. Сейчас пуля пришла, сейчас вот отдохнем, к вечеру прокатимся, ее посмотрим. Если нет, завтра пойдем по трекам, по следам разбирать. Не знаю, живая, не живая. Вот. Но мой совет, ребят, ночью никогда на медведя не ходите. Хоть вдвоем, хоть втроем. Это вещь такая. Либо собаки пострадают, либо кто-нибудь из охотников может пострадать. Такие дела. Ну вот, ребят, мы снова все в сборе, все на месте. Последняя прибежала Куся. Где-то в обед прибежала пуля. Уже ближе после обеда я услышал, как Куся воет, ну и поехал, забрал ее. Она самая молодая, не сообразила и, ну, в принципе, правильно сделала. Она выбежала на то место, откуда мы стартовали. Вот. Одно обидно, что медведь ушел. Но ночью там был не вариант. Когда вернется, не знаю, но завтра попробуем еще в этих местах денек поискать, посмотреть. Но если уж не будет, то будем спускаться вниз. Потому что все у нас на исходе, продукты заканчиваются. Глухарей мы не стреляли, а собаки не облаяли. На гальке я глухарей не бью, поэтому будем спускаться вниз. Внизу у нас лосятинка в избушке лежит. И собак накормим, мы сами наедимся. Пока только на орехах питаемся. О, полные карманы кедровых орехов. О, так и ходим. Такие дела, ребят. Ну ничего, мы не унываем. Нормально. Самое главное, у нас есть топливо. У нас есть бензин. Вот. И у нас есть огромное желание добыть трофейного медведя.
Сухарь? Убери. А, не вижу. А. Пулькина добыча. Пулька нашла. Пуля. На. Ты нынче куришь бамбук. Ты больной, на лодке сидишь на носу, не работаешь. Как будешь работать, так и будешь получать. Все, пойдем. Вода вперед. Да какого петушка облаяли. Обратная дорога нам легкой не показалась. У нас сломалась лебедка, и мы перетаскивали лодку через залом вручную. Пришлось изрядно повозиться, но за день мы управились. Основную проблему нам доставила Жайма. Она увязалась за молодой коровкой и убежала вверх по реке от залома. Нам ничего не оставалось, как по новой снаряжать лодку и ехать перехватывать собачку.
Это снова вы. Это снова вы. Снова мы. Я там печку затопил. Ну, изба так ничего. Потолки высокие, это уже радует. Так, а за что вязаться? Надо кол тогда какой-то выкрутить. Кол надо. У меня там, я, кстати, свой кол железный забыл. Надо забрать его. Ребят, такая ситуация. Собаки 3 часа с кем-то воевали, а дождь шел, я не пошел. А когда пришел, то удивился. У нас таких зверей нету. Я первый раз встречаю. Сейчас покажу, кого они у меня поймали. Куся, ты на кого похожа? А? Ты на кого похожа? Ты на кого похожа? Кто тебе нос прогрыз? А, это выдра. О, вы выдру взяли. Ой, какая здоровая выдра. Ой, какая Жужа молодец. Жайма молодец. Ой, какая молодец. Жуженька, ты с ней так долго воевала, да? Ничего себе. Ребят, это выдра. Да. Все, молодец, это твоя добыча. Все, уйди, Дар. Это Жужина добыча. Уйди, Дар. Дару не дает добычу. Вот так вот. И намучилась, видать, с ней. Когда собаке трудовая добыча, она никого ее не дает. Куся, ты неповторима. Ты просто неповторима. Жуженька, а мне отдашь? Жайм. Умничка моя девочка. Молодец, Жайма. Молодец, моя девчоночка. У тебя что с глаз? Ну-ка покажи мне глаз. У тебя что с глазом, Жайма? Жайма. У тебя все нормально? Глаз целый? Это не собака. Это монстр. У меня еще собаки никогда выдру не добывали. А это с Кусей на пару задавила.
Правда, вся какая-то она калеченная. Ну, собака. Ну, выдра очень большой кот. Прям очень-очень большой. У меня Дар никогда не мог таких брать. Смотрите, какой хвост. Вон какой хвостяра. Жаймочка. Молодец, Жайма, молодец. И вот мы снова отправились на охоту, в надежде найти медведя. Услышав лай собак, у нас теплилась надежда, что это нужный нам зверь. Но несмотря на наши ожидания, это оказался молодой бычок. Лоси очень часто заходят в воду, чтобы сбить со следа собак. Вода не оставляет запахов и не позволяет собачкам быстро передвигаться, тем самым держит зверя на почтительном расстоянии. Лайки знают, что удар копытом будет для них смертелен, и избегают возможности приближаться к зверю на мелководье. У лося длинные ноги, и он может спокойно бегать даже по глубоким местам. Для него не составит труда догнать плывущую собачку. Однако собачки тоже не глупые. Они выбирают правильную тактику стайной работы, разделившись на две группы, тем самым заблокировав возможность выбраться бычку на берег. Далее они стали выжидать, когда зверь зайдет на глубину. Как только зверь совершил эту ошибку, пара собак быстро подплыла и оседлала его. Оказавшись в такой ситуации, собачки подвергались большей опасности, чем бычок. Как только зверь почувствовал под ногами землю, ситуация резко изменилась. Тряхнув головой, самец одним движением скинул с себя собаку и начал бить ногами по воде. В этот момент молодая сучонка по кличке Ведьма оказывается под копытами бешеного лося. Нам пришлось вмешаться в ситуацию, которую мы никак не предвидели. Чудо, что ведьма осталась жива. Для нее это урок на всю жизнь. Ведь опытные собаки всегда ведут себя со зверем осторожно и почтительно. Лось снова выбежал на отмель, а у нас появилась возможность снять собак. И Куся молодец, и Дарка молодец. Бам-б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 ам. Даруха, как твоя лапа? Показывай лапу. Угу. Так, а это? Угу. Все равно опухшая. И равно опухшая.
Микусечка молодец. Микусечка молодец. Тоже такая хорошая. Молодец. Микусечка молодец. И Сережа молодец. И Дар молодец. И Дар молодец тоже. И Даруха тоже молодец. А Даруха. И Мипуля молодец. Все, ребята, пойдем. Вперед!
Ребят, это охота с лайками. Самая лучшая охота в мире. Все, молодец. О, как ты замерз. Ой, как бедненькая замерзла. Зубы стучат. Ребята, да укуси зубы стучат. Вода ледяная. Но в азарте лайки. Преград не знает. В любую воду запрыгивает. Вот. Так что такие дела. Ну все, пойдем потихонечку выбираться к лодке. Медведя пока не нашли. Утром был след один. Но нам он не попался. Шишки, смотрю, уже все опали. И помет медвежий был на ягоде, на бруснике. Поэтому сейчас будем искать. Завтра в бор поедем все-таки на ягодники. Будем по бору искать. Шишки уже все отошли, ореха уже нету. Ну вот такие дела. В тот день пушистая банда в очередной раз поставила лосиков. Для нас это означало, что день был потерян. Ведь лаечки очень долго не бросали лосей, и нам приходилось подолгу их ждать, пока они не налаются в волю. Я попросил товарища подойти и подшуметь зверя, чтобы они пустились на утек. Как правило, напуганные лоси пробегают очень большое расстояние, тем самым упрощая снимание собак. В горельнике они быстрее устают и отказываются от преследования. Напарник подошел к лосям совсем близко и даже попробовал их напугать выстрелом. Но звери не обращали на него никакого внимания, и только когда налетевший ветерок принес им запах человека, лосей как будто ударило током. Звери сразу обратились в бегство и увлекли за собой собак. Нам ничего не оставалось, как ожидать возвращения набегавшихся и уставших четвероногих друзей. Лоси, лоси, лоси. Неожиданно, краем глаза, я увидел движение в кустах. Повернув голову, я обнаружил крупного красавца-быка. Его голова была украшена роскошными ветвистыми рогами. Он всем своим видом вызывал восхищение и показывал свое главенство. В наших краях такие рога попадались нечасто. Осень – время свадеб у лосей, и этот шикарный самец не был исключением. Он был занят в компании с лосихой, но пушистая банда внесла свои коррективы и спугнула рогатого. Он предпочел ускользнуть от собак в гуще леса. Расстояние до него было в пределах выстрела, но стрелять в такого красавца не было никакого желания, да и все свои разрешения на добычу лося мы закрыли. Бык ненадолго задержался, показывая свое величие, но навсегда остался в моей памяти, тем самым подлив мне приличное количество охотничьей страсти. Затем он также незаметно и бесшумно исчез среди деревьев. В тот момент я понял, что обязательно вернусь в эти места еще, чтобы увидеть этого красавца снова. Сейчас вот мотособаку скинули с Серегой вдвоем. И попрем на мотособаке, в другой бор поедем. Вот так вот загрузились в казанку
Курил? Серега, чё, как в танке? Нормально. Это свежий снег. Вот так вот, свежий снег. Это хороший. Да, это классно. Это 16, это нормальный. О, красавчика молодого. Молодцы. Куся молодец. Жужа молодец. Пулька молодец. Куся молодец. Жужа молодец. Дар тоже молодец. Сегодня, ребят, 22 октября. И сегодня выпал первый действительно такой снег, который покрыл почву. В нашем регионе это очень поздно. Мы даже не думали. Обычно в эти числа я уже уезжал домой. А сейчас только по сути немножко снег лег мокрый. Вот. Собаки вон довольные. Сегодня поедем вверх до залома, посмотрим там следы медведей, потому что последний раз на вершине вроде был след. Потому что пока что вчера в Бару след один видели, но не нашли. Дождь был, видимо, запах смыло. Сегодня поедем еще, пороемся, глянем, может где-нибудь по первому снежку лапку найдем. Такие дела. Дунька? Дунька готова на охоту ехать? Готова? Да, сейчас поедем. И Дар готов тоже.
удовольствие сейчас поедем. Решили сегодня поехать на дальний кордон. Заранее вот мотособачку где затаскивали. Поедем к медведя, посмотрим, там бор большой. Вдруг там повезет. Мороз сильный, собачка завелась. Без проблем. Сегодня минус 6 было, минус 7. Уже курицы замерзли. Ручейки уже, ну уже так, уже чувствуется, зима на подходе. Да, все еще хромает. Дарука. Дарука, мандарука. И давай не хромай. Нам медведь нужен. Все, погнали. Сколько их тут прошло-то? Раз, два, три, 4 медведя, Серега. Угу. Слушай, ну вот эти вообще свежие, по-моему, были. Медвежья тропа целая в дороге. Только найти мы их пока не можем. Вокруг следы, а медведя нету. В общем, ребята, у нас все есть. Медведя пока не добыли. И, наверное, уже не получится. Ну ничего страшного, не унываем. Вот едем в головушку снимать. Такие дела. Вот так и закончились наши осенние приключения с пушистой бандой. Резкое похолодание вынудило нас собраться домой. Через день река окончательно замерзла, лишив нас всякой возможности передвигаться на лодке. Трофейного медведя мы так и не добыли, хотя и были в 20 метрах от него. Но нам хорошо известно, охота – это не поход в супермаркет. Охота – это интересное, яркое приключение, которое с головой окунает тебя в водоворот событий и заставляет жить и играть по своим правилам. И чем труднее и сложнее эта охота, тем больше получаешь удовольствия. Подайте кто сколько сможет, бедному дару на пропитание. Монетизации нету, съемки под угрозой, а так хочется. Дар хорошо устроился. Это у него домик, ты, по-моему, так спрятался. Нормально.